Всем привет! Мы продолжаем проходить Секиро. И следующий босс у нас будет две обезьяны сразу же. Разработчики решили то, что мне недостаточно было одной обезьяны, почему бы не сделать сразу две. Вот, ну поехали, что делать? Это обязательный босс, без него никак. Его нужно обязательно пройти. Иначе не открывается другая дорога. Другую локацию. Эту обезьяну я нашел уже еще на прошлом стриме, так что в принципе я в курсе, где она находится. А вот сюда куда проход ведет? Ну это то же самое. То же самое, только с другой стороны обезьяна. В принципе, разницы никакой с этой стороны подходить к ней или с другой, так что... Да, пойдем с этой. Здрасте. В принципе, она делает то же самое, что и в прошлый раз. Только в более закрытом помещении. Бежим, бежим, бежим. Я успел. Первая фаза. Давайте мне уже вторую обезьяну. Не подойти нельзя? Да можно. Ух, страх. Тут же. Здорово. Тут же страх наложила она на меня. О, тут, аккуратненько. Я вот точно не знаю, но по-моему, мне кажется, если убить основную обезьяну, то вторая пропадет. Так, подожди. Тут. Она мне не... Я не успел полечиться. Надо контролить обе обезьяны одновременно. Ну, как правило, все равно, конечно, важный фактор это валить от этого страха. Кстати. О. Два. 3. 4. 5. Успею? Нет, не успею. Да, у меня эмблем-то не осталось. Окей. Довольно-таки быстро фаза заканчивается. Такое ощущение, что у нее жира чуть поменьше. Ой, текаем. Быстрее, 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 быстрее. Вторая догоняет. Я там запнулся куда-то. Мне стенка помешала. Да, Шигири имба. Это бесспорно. Только момент, когда его использовать адекватно.
У них определенно меньше жира, но так как их двое, это неудобно. Не знаю, нужен ли мне вот этот товарищ. Ладно, пока привыкаем. Вообще, в принципе, что с ними делать? Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7, 8. Бля, я в этом замесе вообще ничего не понял. Но 8 ударов, и она ложится. Есть даже шанс еще разок другой ударить. И бежать. Я вообще не вижу, что вторая делает. Вашу мать. Мне не получается их контролировать. Кстати, по лору это его баба бегает. Черная. Тут, короче, и страх, и вообще все на свете. Вашу мать. Дикое сочетание, конечно. Сука, пока ты бьешь одну, вторая тут же подлетает. Сколько у нее жизни? Бля. Такое ощущение, что так или иначе придется все-таки мелкую сначала гасить. Чего не очень-то хотелось бы. Давай попробуем петардами. Петардами сначала рыжую, а потом что-то делать с другой. У меня нету. У меня их не останется тупо. Либо первую фазу. Либо в первую фазу выносить, как обычно, без ничего. Вот так вот, серьезно, по одному микроудару. Мы тут, бля, надолго. Что-то не очень вяжет эта тактика.
Сука, по-моему, 2 макаки это реально перебор. Может, они решили то, что мы типа рассказали всю историю, добавить нечего. Но вот эти вот 2 босса, это типичная ситуация в Elden Ring. Когда там по 2 босса, по 3 тебе запихивают одновременно. Причем совсем недалеко же здесь я бодался с этой обезьяной. Чуть ли вот прям не за соседней стенкой. Просто зачем? Нет, походу первую фазу лучше, конечно. Лучше, конечно, выносить, не используя ничего. Не используя протез. Так-то вроде неплохие куски я у нее отрываю. Усиленный клинок, он у меня есть. Я ее бью усиленным клинком. Блядь. Как это все одновременно контролировать? Слушай, а можно? По-моему, можно. У нее жира мало вообще. Да, единственная проблема, что я вообще не вижу, что делает второй босс. Ну, естественно, он меня бьет. Главное, что с петардами прокатило. Да убегай ты. Быстрей. Оглушена. Угу. Анимация сработала в этот момент. Мне повезло. Так, ну тут только так. Быстрее. Ограниченное пространство, конечно, это тоже. Падла, дотянулась все равно. Да куда? Вроде перебил ее атаку. Так, тут, назад, блять. Да, я заметил, что она говном перестала кидаться. Да, она в целом как-то попроще. Ну, первая фаза по-любому закрывается на раз-два. Короче говоря, экономить надо эмблемы.
фляги и все такое. То есть по классике надо пройти, опять же, первую фазу, ничего не используя. На второй фазе мы пользуемся петардами. Забиваем сначала мелкую обезьяну. А потом этот. Пропустил. Не очень. Давай. У нее окошки для парирования больше. По-моему, так. Вон сколько ударов она позволяет себе сделать. Ай, бежим. Вот тут, наверное, большая проблема — это от страха свалить. Да. 5. Жадничаю, давай вставай быстрее. Добила? Да. Так, ну... Нет, не дотянулся. Я не вижу вторую. Я вообще не вижу, что она делает. Я и вижу только там с края глаза и все. Я, блядь, не понимаю, где она находится. Еще и узкое помещение. Я как будто с ними в лифте дерусь. Так, надо валить. Ой. Ну давай.
еще раз. Вот и смотри, а. Разок другой можно ее, конечно. То. Начинается. Просто жизни не хватило. Вроде все сделал верно. Карты падла не сработали. Ай. Эй, подожди, был. А, куда полез? Был станлок у нее. Мог бы грохнуть первую обезьяну сразу же. Но он решил сделать эту ульту. Да. Тупо не повезло. Они не дают пройти в таинственный лес. Или тайный лес, как это называется локация. Вот туда надо идти. Не вижу. Перебор. А, я ее удар перебил. Не совсем понял, что произошло. Бля, много ударов пропускаю. Плохой трай. Куча ошибок. Ну ладно, мне полезно. А чё она не стала призывать ее? Вон она прыгает. Нихуахуа. Босс чуть-чуть поменял поведение. Так, давай. А я смотрю на них одновременно, у меня есть шанс контролить их. Блять. Вот это вот отстой. Вот падла, он постоянно так делает. Походу. Бля. Ну, одновременно, реально. Они бьют просто всегда. Сейчас.
я хоть как-то научусь эти окошки видеть. Когда можно второй-то хоть треснуть чуть-чуть. Блять, покопил, короче, она меня бахнула. Да-да-да-да-да. За ней, кстати, награда вкусная. Я что-то не могу все посчитать, сколько она мне позволяет ударов сделать. Но довольно-таки много. То ли 5, то ли 7. Она сама себя убила. Эх, поджопник бы ей. Кстати. Кстати, как вариант. Если не жадничать, блять, я вторую не вижу. Быстрей. Подожди, есть вариант. Опять пульс сейчас подпрыгнет просто. Да. Вторая подохнет или нет? Казнь Синоби. Есть другой путь, минующий эти две обезьяны. Но все равно, видишь, с какого там? С 4-го, что ли, раза. Я говорю, тут вкусные награды из-за чего? Во-первых, у меня повышение силы на 1 пункт плюсом. Во-вторых, раз бусина отчеток. 2 бусина отчеток. А, ну да, еще. Мечом бессмертных надо доколотить ее. И здесь еще у нас будет потом находиться Ситимен. Его мы тоже побьем. Техника дарования. Кстати, тоже вот еще одна плюшка положительная. Техника ниндзюцу, обогряющая клинок кровью противника. Расходует эмблемы духа, использует кровь как продолжение клинка. Активируется после выполнения смертельного удара сзади. Эта техника создает колдовской клинок из пролитой крови врагов. Колдовской меч похож на клинок бессмертных, но бессмертных им не убьешь. Это последняя, кстати, техника ниндзюцу, которую можно получить в игре. Всего их 3. Так, давай усилим атаку. Бам. И еще сразу же четко используем
Выносливость. Алло. Ну вот навыки, подожди. Давай отдохнуть. Вот, третья. Всего их 3. Но все равно, мне кажется, техника кровавого дыма. Если ты по стелсу, техника кукловода, если надо прям кого-то приручить, а техника дарования, это надо кого-то, если очень быстренько как-то отмудохать. Но это дорого, это стоит дорого. 6 эмблем духа. Не знаю, нужно ли. По-моему, самый вот такой топ это техника кровавого дыма и техника кукловода. Так, ну все. Куда теперь? Куда-то сюда. А, нет, подожди. Я ж там бегал. Да, путь на призрачную монахиню надо. Вот только как это сделать? По идее, я туда должен выйти. Угу. Странно, в логове зверя этого 2 входа было. Сейчас почему-то есть 1 вход и 1 выход. Выходы поменялись местами. Ух. О, вот это подстава. Второй неожиданно выскочил. Третьего-то не будет случайно? Допустим. Я пока лечиться не буду, потому что неизвестно, когда тут еще встретится следующий идол. Поэтому я попробую на... А, вот он. Нормально. Туда отдыхаем. Все в тумане. Как же там в Elden Ring-то было? Локация там была. Это про гигантов, короче. И, по-моему, очень пейзажи тут похожи. Ох, петухи. Ни хрена петушок сносит. Меня просто он, по-моему, первый раз, когда вот меня били петухи. Он кто-то разговаривает. Не петух ли это часом? Нет, это не петух. Болтает NPC какой-то. Я его не вижу. Вон он. Так, давай сначала сюда. Заберем херню какую-то. И ни о чем. Да, тут внизу еще вон куча приключений. Тут мини-босс один есть. Даже какое? 3 мини-босса тут. Тут обжора. Тут гомункул там в доме сидит. И 3-й босс безголовый. Безголовый он тут внизу находится, стопудово. Я помню. Видел у кого-то прохождение. Эй, послушай, если тебе ведом путь Будды, убьешь ли ты того, кто против него? Того, кто против Будды? Он окутал деревню темным туманом, чтобы одурачить селян. В заброшенном храме? Да, в старом здании. Дверь может быть заперта, но на 2-м этаже должна быть дыра. Вот, короче, этот гомункул как раз и сеет тут туман. По факту, конечно, лучше его сначала первым убить, а потом уже всех остальных, наверное. Так. Да, ну не все. Не всю игру. Так, подожди. Только всю локацию.
Надо этого гомункула, короче говоря, замочить, чтобы этот... Ай. Подожди, было. Было где-то. Где-то был прицеп. Чтоб туман развеялся. Но... Кошелек подойдет. Но, по-моему... Ай. Пикнул за меня. Да, ну. Мне такие друзья не нужны. Мы его убьем сегодня, нет? Так, давай-ка мы поставим вот эту ниндзюцу, пока уберем. Вот так поставим, а то что-то мне это... Эмблему духа не хочется расходовать. Так, вроде на ветвях все. Так или иначе, надо как к обжоре-то и попадать. Этому. Давай сначала по этой ветке пройду. Там посмотрим. А я смогу, интересно, потом тут подняться? Единец. Ебенец. Он безголовый стоит. И чё? И чего? Как подняться теперь? Я не хочу к безголовому. Они сложные. Ни одного вообще каким-то чудом заковырял. А на второго у меня даже конфетти банально нету. У меня там, по-моему, 2 штучки осталось, и все. И чуть-чуть бородка. О, я выбрался. Слава богу. Так. Давай сначала здесь проход посмотрим. Здрасте. Здрасте, товарищи петухи. Ай. Кстати, он меня в жопу выдолбанул, пока я того ковыряю, но меня анимация спасла. Добивание. Что-то с них много этой штуки прилетает, которая, как ее, воскрешает тебя. Энергия. Так, ну допустим. От этих призраков, наверное, щелкающая семечко хорошо подойдет. Она их должна вырубать. Или даже шотать. Но у меня этих семечек не так уж и много. Вот он, тот храм. Я не знаю, как туда подняться. Он же писал то, что двери закрыты. Поэтому надо другой проход искать. Давай мы сейчас здесь все почистим. Хотя... По-любому эту локацию надо будет... Что случилось? Блять, собаки. Всю локацию придется отбегать потом еще раз после тумана. Ой. Что ты делаешь, а? Хоть техники эти отключай. Хотя звук сейчас у меня в левом ухе почему-то. Ну давай вот это соберем. Шелек. Лекарства и собаки. Ваша мать. Нет, ребятушки. Слишком много призраков на 1 квадратном метре. Ну давай куда-нибудь-то зацепись. Так, у меня тут собаки хотя бы не достанут. Спасибо. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Может быть где-то тут. Так, а тут я не долечу, при всем желании не долечу. Подожди, вон там к стене можно прислониться. А как до туда дойти тогда? Во-во-во-во, отлично. Серьезно? Тарасы мне.
Кто-то продолжает стрелять. Так, он где-то оттуда ссадит. Но я не видел Ghostwire Tokyo. Я ее только издалека. Это вот этот меня стрелял, ну точно. Это он меня сбивает, урод. А Ghostwire Tokyo, бля, вы задолбали. Короче, тут сейчас походу все лучники, да, активировались, и мне придется всю локацию чистить. Что делают, а? Ты посмотри, подожди. Вот обжора. Понял, принял. Так, а если сюда пройти? Это, наверное, путь по другой стороне. Это... Нет, не дают они мне сюда пройти. Мошники. Пошли, короче, через обжор. Что делать? Я не знаю. Пока вариантов нет. Где-то здесь. Где проход? Ни хера не вижу. По-моему, вот, да? Ты на дерево прыг. Где-то тут сразу же проход, да. К подобным боссам я же должен это, как его, бегать быстрее от костра, чтобы особо себя не задерживать. Чик. 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 Вот бы с обжора так прокатило, я бы был так счастлив. Я вот не знаю, на него петарды покатит. Бля, у меня 10 эмблем все. С тобой. Краб. Тут же. И добил. Я думаю, отличное начало. И там еще мартышка наверху. Так, он травить сейчас начнет. Короче, надо запомнить, что их 4. Оп, 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 не жадничаем. Аккуратно себя ведем. Да, они очень похожи по мувсету, вообще как бы один в один. Близняшки херовые. Но я думаю, что первую-то фазу я ему снесу, потом не уверен. Мартышка мешает, вот по-любому. 4 мартышки надо снести, потом обжора. А скорее всего через обжору я потом и в этот замок попаду. Давай теперь учиться, как к нему быстро добираться. Вот это вот не то самое место. Вот сюда никак. Вообще. Бля, меня петухи преследуют. Вот так я к обжоре этому не попаду? Или да? Вот я куда хотел пройти. Все понятно. Я понял, как локация устроена. Теперь выносим 4 мартышек и бодаемся уже с пьяницей. Подожди. Подожди. Оп. Вот так вот. Это первое. Ближе.
Я их убил. Я что-то не очень уверен. Сколько там было? Их 3 или 4? Просто как титаны с ним замесились. Ладно, окей, я попался на граб, но я ему очень много снес. Такое. Может быть оставить? Блять, дерево. Может оставить попытку его замочить этой херней? Окейшки. Граб, тихо. И бам! Я куда в стену долбанул, я не пойму. Нет, мужик, подожди. Бля, деревья, конечно, тут самое лучшее, что можно было придумать. Беги. Чё, в смысле ветку? Да я его обычным мечом неплохо сношу. Его главное контролить адекватно. Сука, и в деревья не вписываться. Наверное, деревья это тут самое отстойное, что есть. Да, чуть на граб не улетел, походу. Парировать надо эту сволочь вообще. А я с ним чисто на мужика бодаюсь. Или сожрать дороже еще. Ему осталось-то пару ударов. Давай, бля. Давай побегаем. Побегаем, поедим. Да. Очищенная саке, бусина, что так еще одна штука. И легко, да нет, такое как бы, но он неприятный. Хотя я не знаю, какие тут приятные противники вообще есть. Единственное, наверное, хороший плюс, то что ты уже с ним дрался, ты в курсе, что делать. Примерно знаешь его атаки. Вообще мини-боссов тут нельзя пропускать, это себе дороже. Поэтому какие-то короткие пути и так далее, это чисто для спидранеров какая-то фишка. А так надо все прям, все пылесосить, все обходить, все собирать. Иначе тебе будет очень тяжело. А когда ты все собрал, в принципе, ну, я бы не сказал, что это прям простая игра, но она проходимая вполне. Я думал, как-то будет пожестче.
Ну, я еще, в принципе, деда не видал, вот я что могу сказать. Деда не видал, я думаю, всю игру сначала, короче, сделали деда, а потом этот, как он. Сначала сделали деда, здорово, Костян. Сначала, короче, сделали деда, а потом сделали все остальное, короче, всю концепцию игры. Так, как к этому свистуну-то попасть? Вот это, наверное, самый легкий чел в игре будет. Я читал про него. У него атаки угарные. Как щенка просто. Вот если бы вся игра вот так вот проходилась, ее бы как Cuphead тоже бы... Если бы Cuphead был бы легкий, ее бы тоже не запомнили. Кусок жирного воска, почерневся... Кусок трупного жира воска. Кусок жирного, почерневшего воска, образовавшегося в теле человека. Используется для продвинутых оккультных улучшений протеза. В особо запущенных случаях болезни такой воск разрастается и становится еще чернее. Извлеченный из тела внутренний воск принято омывать водой. Это апгрейд для чего-то там потом в будущем. Да я не сомневаюсь, что Дед и Син мне понравится. Мы с ним, конечно, еще это, как сказать, пуд соли съедим. Я понимаю, насколько это будет жопа. А что делать? Будем проходить. Так, вот теперь. Совершенно не деформируясь. Пошли собирать ништяки. Все локи. Потому что, когда ты развеиваешь туман, у тебя в некоторых местах... Вот я вот здесь пробегал, я не видел вот эту хрень. А она есть. Видишь суслика? И я не вижу, а он есть. Примерно такая же фишка тут и была с туманом. Твердый металл нужен для апгрейда, кстати. Может быть, я сейчас даже, наверное, в разрушенный храм сбегаю, качнуться. Сейчас я тому челику квест сдам. Не думаю, что он мне что-то там полезного даже скажет. Я уже очень стар. Хотелось бы увидеть, как Будда вернется в свой храм. Все, он говорит то, что он стар, но я тогда супер стар. Так. Отдохнуть, да, наверное. Того. И переместиться. Вот сюда. Сейчас посмотрим, что прокачать можно. Думаю, что, в принципе, по большому счету, для прохождения игры у меня как бы все вкачано. Прям чтобы от начала до конца. Но почему бы не упростить себе задачу? Дед и Син, я понимаю, что он чисто на скилле держит, но есть же всякие уловочки. Лучше иметь выбор в этих уловках, чем не иметь его вообще. Показать протез. Ну, нового у меня ничего нету. Да и здесь тоже не шибко. Так мне денег не хватает для топора. Это раз. Материалы каких-то не... ну это понятно. Я вот не находил еще то, что в тарелке тут валяется. Какая-то хрень. Мятежник. Призраков, зверей сводить. Давай, наверное, мятежника я попозже, если что, качну. Я даже знаю, где вот это кольцо получить. Как раз вот где я сбодался с двумя обезьянами. Там будет ситимен стоять. И за него дает кольцо. Так-то по большому счету, ну, давай топор искровой.
С бойком для высекания пламени. Расходует эмблемы духа. Дополняет удары топора огнем. Боек высекает ясное пламя, увеличивающее область поражения. Интересно, сколько этот скилл стоит потом в использовании. Пока я, короче, кроме топора ничего качнуть не могу. Ладно, давай стрескаем, короче, кошелек один. На тыщенку другую. Так, тут инвентарь. Сколько? По-моему, один кошелек это сотня, да? Давай так. Да. Показать протез, инструмент в протезе. И вот, да. И он мне открывает ветку с петардами. Пурпурного тумана. Скорее всего, лазурит тут нужен будет. Но это не точно. Так, два мини-босса пройдены. Попробуем, наверное, сейчас что, сбегать к этому безголовому. Хотя у меня конфетита нету сбегать к нему. Я пока не знаю, что делать. Надо вообще все локации обойти. Но что у меня насчет конфетти? 7 штук. Действуют они, по-моему, 30 секунд. Короче, я сейчас обойду всю локацию. Успокоительных сколько? 10. Я сейчас обойду всю локацию и попробую один раз его поковырять. Если нет, то нет. Может быть, как-нибудь в другой раз, потому что, ну, за него не шибко, наверное, какую-то награду-то дадут. Не бусины, интересующие меня, это точно. Потому что за призраков ничего подобного не дает. С ним бодаться я сейчас последние конфетти потрачу и все. Интересно, почему так много, так мало конфетти дают в игре? Тут есть сколько? 4, по-моему, призрака. Вчера у меня петух пол здоровья просто бах и все. Короче, в игре куча призраков, но конфетти на них практически не дают. Ну, типа, это такой расходник, то что, ну, ты без него подобных боссов вообще бить не можешь. Это странно. Прыгнуть на него не вариант. Хоть как-то себе жизнь упростить. Да, попробуем сигануть ему на бошку, но не факт. Напрыгнуть на голову безголовому, ну точно. Охеренный план. Ладно, давай как-нибудь его это... Чуть беремся. Он вот тут стоит. Если ты падаешь вниз, ты смотришь ему в бок. Как вариант, его еще по стелсу подкрасться, но... Не, на голову ему нельзя. Он четко стоит. Ну, то, что у него осталось от головы. Кстати, если он безголовый, на чем у него волосы держатся? Так по-мудацки. Чё-то скакал, прыгал. Ну да. Вообще шикарно просто.
Но не вижу смысла юзать конфетти. Но он тут же меня тут всем просто форшмачил сразу же и страхом, и все остальное. К тому же и первую полоску снес. Так, вот это можно убрать. Где успокоительное? Кстати, чуть дальше будет торговец, у которого можно купить флягу. И у меня будет типа всегда восполняемое успокоительное. Да. Сейчас мы так и сделаем. Потому что леденцы-то жрать дело такое. Петушня, блядь. Я к нему по стелсу попробую еще подкрасться. А вдруг? На него определенно на голову не вариант прыгать. Там ветки мешают. Он прям четко под ними стоит. Вот. Туман разошелся, и ни призраков тебе, никого. Ни одна, блядь, не беспокоит. Ты балдеж. Я не знаю, что жалуется на эту локацию. В принципе, вполне проходимо. Тут, наверное, вот этот безголовый может только жопу надрать как следует, а так. Даже обжора, в принципе, тут такой себе. Так, а тут как храм распидорасил, когда тумана нет. Так. А тут не так-то просто, подожди. Подожди, тут не так-то просто еще и добраться, кстати. Там возле обжоры я вроде все взял. Ладно. Пошли, по идее, надо просто спуститься вниз. Иди-ка сюда. Че, никого нет? Да ладно. Бля, он бы их таргет чуть-чуть. Вот. Надо как-то думать. Surge 2? Да нет. Тут по идее что? Надо что-то с секирой сначала сделать. Ну, в смысле, пройти игру. Вот, а потом это как он? В сентябре Life SP выходит. Это раз. Тут еще есть парочку проектов. Один на третьей плойке. И один, который был бывшим эксклюзивом для Google Stadia. Guild называется. Они коротенькие, но все равно хотелось бы их пройти. Я думаю, это будет забавно. Так он отъехал со второй попытки, потому что ты уже весь мувсет его выучил. Я как-то видел стрим по Surge. Такое. Вообще, в принципе, вот эти вот, которые игры пытаются вообще пародировать соузлайки, но у них не очень хорошо выходит. Ближе ко всем, наверное, Нио. Обе части, но мне что-то как-то она не это. Google Stadia, ну ты же знаешь эту херню, которая не зашла народу. Вот, и там была такая игра Guild стартовой линейки. Google Stadia, ну они типа Steam хотели сделать, что-то в этом роде, короче.
И геймпад они даже там какой-то свой разработали. Ну, я бы не сказал, что прям он был крутой. Короче, там вообще все не зашло. Так, вот пестрая пурпурная шняга мне нужна. 1800. И еще твердого металла. 2 штуки, это получается 3000. И еще 2 драконьих чешуи. Это 4000. 4 косаря надо. Легко. Десятка, ой, 1000 здесь, короче. Сколько они? По 5, по-моему, да? Кого 15. Так, давай сначала 5. Сколько она добавляет? 2500. Ой, переборчик. Ладно, я у него кошельками выкуплю. Вот это берем. Металлу для прокачки. И вот этой беды. Чехуи как драгоценный. 2000 остается. И... Блин, чуть-чуть не хватает. Чё там он про сисю говорил? Там этого ниндзя грохнем. И будут еще бабки на кошелек. Если он меня не спалит, конечно. Они сложные. Но одного ниндзю я там помню заковырял вообще просто. Спалил, смотри-ка. А нахрена он это делает? Потому что я 2 кнопки, да, зажимаю. Ах ты падла, он еще траванул. Ёбак. Тихо, подожди, тактическое отступление. Я теряю здоровье. Эй, ты куда? Бля, надо люто за хп следить. Магнетит. Спасибо, не нужен. И кусок воска. Леденец Гакана. Слушай, да нормально. У чувачка в жопке-то ничего было таких этих ништяков запрятано. Чешуя плюс еще. Пойдем кошелек купим, чтобы деньги не терять. Да. Сися. Так, дальше я пока не пойду, попробуем. Попробуем ломануть, короче, еще раз этого безголового. Раз попробую, больше сидеть с ним не буду. Мне надо просто больше конфетти хотя бы, чтобы быть с ним уверенным, как бодаться. Да, чешую на маску собираю. У меня остался последний кусок, но он там что-то гораздо дальше. Подожди, а что так туманно? Я же его выключал. Вроде ситуация прояснилась. Че по-хорошему, конечно, и петухов бы надо бы здесь почистить. Так, конфетти, дрожже. Где вот это? Вот. Я попробую, конечно, по стелсу к нему подобраться. Но это вообще не точно. Подожди, петух идет. Я, блядь, его слышу. Он где-то справа. Вот он. Что делаешь?
Он тут наорал сейчас на меня, еще стопудовый этот, как его, очнется, да? Не, он слушал, он меня не слышал. Resident Evil, а какой конкретно? 7 проходил, 8 проходил, 4 ремейк проходил, 1, 2, 3 ремейк проходил. Проходил еще Код Веронику. Остался, по идее, 5, 6 и Zero. Как бы все. Ну, блядь, Код Вероника я просто выстрадал. Я не знаю, что-то она мне вообще не дошла. Так, и ту-ту-ту-ту-ту. Давай, наверное, грохнем сначала флягу, там посмотрим. Да, кстати, вот еще этот, да. Как там? Resident Evil Revolution? Не Revolution она называется. Короче, да, вторую часть я проходил вот этой вот ветки. Там, где за двоих девчонок играть. Клэр, по-моему, еще какая-то там баба. Вот вторая прикольная. Первую что-то ругают. Но я что-то первую не стал проходить, хер его знает. Ну-ка, оп. Подожди, он пока меня не пасет. Нет, он меня пасет. Да подожди ты. Да, чувак. Ай, блядь, точно, он сзади хватает. Вашу мать. Взял мне позвоночник, вырвал, сука, и в жопу спрятал. Так, подожди, конфетти же надо жрать, точно. Надо же его бить чем-то еще как-то. Вот, Revelations она называется. Вторая прикольная. Подожди, оп. Так, он сзади будет. Серьезно? Опять страх? Я ж пляшку бахнул. Кипучие, блядь, эти скаловые утырки. Петушиный прыжок. Подожди, может быть, все-таки получится его по стелсу-то, а? Или он в любом случае палит? Когда с этими жопошниками дерешься, надо всегда быть... все пить и меньше бить его. Скорее, бля, больше дракой не занимаешься, ты занимаешься питьем всякой хрени, короче. Так, да, конфетти и бутылку наготове. Я влетел на граб тут же. Фляга действует? Что за хрень? Или не действует? Как все медленно. Кстати, они этими уродами очень сильно у тебя темп игры сбивают. Они неспроста как бы такие медлительные. У меня конфетти-то хоть действует, я что-то не знаю. Не то. Ну ладно, лишним не будет. Быстрей. Блять. Надо жутко точно, блять, менюшить. Короче, нет, пизду.
просто пошли дальше? Или еще раз? Сколько? Блин, 4 штуки осталось всего. Короче, ладно, последний раз и все. Я себе 3 конфетти оставлю. Я вне стрима еще как-нибудь соберусь с мыслями, может получится. Хотя, может, не, к нему надо по факту, надо позже приходить. Когда у тебя немерено этого конфетти. Я пытаюсь от него удрать и, блядь, все вместе это делать. Причем это весь бой-то еще на время. Конфетти 30 секунд действует. Нет, пошел он нахер, короче. Там еще Сидимен, кстати, стоит в логове. Его тоже без конфетти к нему не подойдешь. Торговец ворон. Тоже самый натуральный туп-кабинет опять. Хотя я только этот, как вам, лечил всех перед обезьяной первой. Снова все дохлые. Надо где-то раздобыть конфетти. Я не знаю, где его брать. 3 штуками. Такое. Надо какой-то прям неиссякаемый источник конфетти надо быть. Было бы нормально. Так, а эти утырки здесь опять появятся? А можно, бля, без них, а? Вот, давай, мы их скипаем. Ай-яй-яй-яй. Надо было вообще как бы просто вот сюда переместиться и все, голову не делать. Отдохнуть. Так, вот туда можно сходить. Неплохая находка. Волк не так часто дропается какой-то мужик с яйцами. Он за мной, да, бежит? Здрасте. Стреляться умеет? Ладно. Мне что, всегда с этим ниндзя теперь воевать? Кстати, на них, наверное, можно фармить. Он пасет меня. Как вариант, еще можно леденец сожрать. И не успеваешь ты ни хера к нему пройти. Не, конечно, это красная клюшка у них отлично выбивает стамину. Так, мужик, подожди, ну, мы только разговаривать начали. Непростые ребята, кстати, потом их будет больше. Надо, по-моему, какого-то босса завалить. Их станет в разы до хера. Вот печально, что он еще и травит. Как бы челик-то и так непростой.
Пока по игре с такими вот ребятами ты встречаешься только третий раз. И он прям постоянно прессует. О, я хотя бы вырвался. На секунду. Ать, неблокируемая. До свидули. 700 опыта он дает. Если к нему четко подбираться, то в принципе на этих ребятах можно опыт фармить. А он мне даже и не нужен был. Как сюда забраться? Я просто хотел выше подняться. Я теперь под ядом тусуюсь. На-ка. Ну, прыгай. Да в принципе, чё? Оп. Оп. До свидания. Я тут больше никого нету. Только собаки. Не густо. И чё? Тут, наверное, должно быть что-то очень крутое. Нет. Сотня монеток. Ну ничего. Мы потом их это... Если еще в эмблемы реализуем. А то я вон с обезьяной вчера 2 часа посидел. 500 эмблем просто как не бывало. Так, этот чел опасен? Да нет. Корзина, корзина, корзина. Я корзина. Блять, поздравляю, чувак. Поприветствовать его. Я бы не стал с ним вообще разговаривать. Ну ладно. Эй. Он корзина, да. Я понял. Успокойся. Замечательно. Ты и правда честный человек. Ты хочешь о чем-то спросить? Слушай, ты прости, но если хочешь о чем-то спросить, мне придется говорить с корзиной на голове. Я не против. Про деревню расспросить. Что с ними случилось? Хотел бы и я это знать. Я вдруг взяли и сошли с ума в один миг. Я какое-то время тоже был не в себе, но все прекратилось после того, как меня стошнило. Там кто-то стенки ломает, по-моему. Меня мучила жажда, поэтому я выпил много саке. Поэтому, наверное, и стошнило. Главный жрец иногда угощает нас саке. Но ты же знаешь, чем больше пьешь саке, тем сильнее жажда. Не успеешь оглянуться, как бочка уже пустая. Людям ничего не оставалось, как пить из прудов и рек. Но чем больше ты пьешь, тем же сильнее жажда. Да, жажда все сильнее и сильнее, никак не напьешься. Что случилось с селянами, я не знаю. Все боятся огня. Меня какое-то время мучил этот морок. Я тоже чувствовал страх. Неугасимый огонь. Даже сейчас, думаю, страшно. Неугасимый огонь. Охотник Инухико начал сжечь сосновую смолу и заперся в своем доме. Она все горит и горит. Кошмар просто. Инухико – деревенский изгой. Любит мясо диких зверей и тому подобное. Вот почему главный жрец не дает ему саке. Где дом Инухико? О, это на другом берегу пруда. Последний дом по дороге. Хорошо. Расскажи мне про священника. Он самый важный человек во всей деревне. Если ты найдешь святилище, это надо идти вверх по берегу реки, к источнику. Он сказал нам, давайте все поселимся во дворце. Кто выпьет достаточно саке, то может решать там жить. Так он сказал. Жителям дворца. Странно это как это звучит, но он так сказал. Короче, мужик был, который всех спаивал. И потом он удрал куда-то в жало тусоваться, а остальных всех это... не особо вменяемыми оставил тут на острове. Так, ну давай тогда отсюда собирать всякую дичь. Покоительная. Ну-ка, тут в этом домике есть что-то? Все, не трогаю аккуратно.
Куда бы, к лодкам? Я тут все собрал, да? Угу. А повыше, может быть, как-то забраться. Наверняка на крыше что-то есть. Кроме петухов. О, еще проходик. И тут у нас... Отстой. Халявная пригоршня пепла. Я пока вообще ни разу пеплом этим не пользовался. Даже не знаю, кому, для кого он. Эй-эй-эй, я себя не вижу, меня петух убивает. Это какая-то очень агрессивная деревня. Но я вижу лут и пойду туда. Черный порох. О, откуда он вылез? Пизда. Так, ну чё, будем искоренять местное население. Это была перманентная смерть, так что у меня еще есть шанс. А, так они не сложные. Это проблема в их количестве. В пухах, блядь. Куда он прилетел? Одни за ноги хватает, вторые догоняют. Фактическое отступление, что я могу сказать. Так, там вот толпа, и тут толпа. По логике вещей, они, в принципе, большинство за мной там побежали, так что можно сделать немного вот так. Смысл просто со всеми-то драться. Так. Подожди, я должен успеть. Шар. Темечко. Вот это вот хорошо. Это вот хорошая находка. Прям то, что доктор прописал. Так, ну давай сожрем дрожже. Давай попробуем колокольчика завербовать. Ну-ка, мэн, иди-ка сюда. Оп. А, у меня другой ниндзюцу стоит. Только столько времени пользовался этим кукловодом. На, отвали. Да уйди. Не хотя бы дамаг не наносит. Сколько времени пользовался кукловодом этим, и тут на тебе решил им воспользоваться. Точнее, сколько времени он у меня стоял. И тут я решил им воспользоваться, и я его убрал накануне из инвентаря. Подожди. По-моему, это слишком заманчиво. Хотя тут довольно-таки большая толпа. Давай-ка вот мы сейчас попробуем этого колокольчика. Колокольщика. Чуть под себя, так сказать, подмять. И пусть он эту толпу разбирает потихонечку. Давай, фас. Фас мой жирный друг. С молотками друг против друга. Ну и чё, кто кого? Можно ставки делать? Че, мелкие тут? О, прилетели. Голуби сизые. Подожди, стоять. Вас слишком много.
Ненавижу, когда этих уродов много. Подожди, там что, одного жирного вынес? Моего точнее. Ай-яй-яй-яй-яй. Я ни хера не вижу. Да где я там? Я в кустах запутался, серьезно. Так, ну моего этого убили. Так, эти челики, сколько их? Тут еще трое. Я же одного убил, да? 4 было, значит. Давай, кто ко мне? Че, никто не догадается спрыгнуть? Я вам помогу. Подожди, там никого хоть сзади, нет? Вашу мать. Да кто? Короче, эта деревня очень сложна тем, что тут очень много мелких врагов. Они как бы не сложные, не вопрос. Но их до хрена просто. Тебя бьет каждый квадратный метр на этой деревне. Иди сюда. Не понимаю, что вот эти уроды тут делают. Тем более в призрачной версии. Да, еще один подходит. Вот откуда этот мелкий идет? А еще один остался. Но их только слушать надо. Ебучие рельефы. Естественно, он тебя пробьет когда-нибудь. Он же лупит и лупит. Кстати, я, по-моему, уже умирал. Я, наверное, как-то много врагов убил, и поэтому я могу еще раз умереть. Скорее всего, потому что просто, наверное, куча рядовых противников было. Да никого серьезного. Опять бухло дали. Ну и ладно. Так, ну вроде все. Давай поверху тут пройдемся. Я больше каких-то ходов еще не вижу. Вообще не мешало бы мне найти идола. На этой локации много, походу, твердого металла дропается. Он идол. Давай я сначала посижу, а потом все остальное. Быстрей. Ух, я успел. Так, давай мы сейчас перерыв сделаем. А тут это. Меня тут пытались ножом проткнуть. Будем дальше деревню обходить. Впереди получается, что у нас? 2 мини-босс или 1 мини-босс? А, сейчас подойду 3 минуты.
Вот где-то тут я, да, остановился? Ни хрена себе. Бешеная бабка. Она, конечно, одноразовая, но бьет сильно. Иди сюда. Или это ребенок? Непонятно. Вот примерно отсюда, да? Остановился. Ой, здрасте. Чел с колоком. А давай мы подкрадемся и забэкстебим его. Тут еще не так-то просто до него добраться. Чувак. Аккуратно себя ведем. Оп. Можно опять же было бахнуть ему технику кукловода, ну да ладно. Я вот так мог нашуметь. Ломать одну деревяшку, и он бы повернулся ко мне. Хотя нет, они не ломаются. Давай дом смотреть. Что в доме? Порох. Конфетти. Мне вообще дают этот конфетти очень мало. По чайной ложке. А врагов напихивают, которые только этим конфетти убиваются. Очень дохрена. Ладно, давай сюда пройдем, посмотрим, что тут есть. Хи. А второй увидел то, что я его кореша бью и сразу же мертвым прикинулся. Хитрые какие. Что-то тут подозрительно тихо. Ну, в принципе, я все почти деревню прошел. Тут пару малышей. Давай-ка мы вот этого убьем. Там еще один с копьем ко мне крадется. Ну это типичная Микири, наверное, у него основная атака. Которая у меня не получилась опять. 1000 лет, кстати, я Микири не использовал. Давай повыше посмотрим, что есть. Ну, я с того берега эту лодку видел. А потом, наверное, с нее как-то можно и обратно запрыгнуть. По крайней мере, надо на это надеяться. Ну-ка, подожди. Блин, а домик-то соломенный. Пройти нельзя. А, там мега рыбы. Подожди. Ну, естественно, прям мимо лодок я и упал. Ну и все, в принципе. Давай чуть-чуть вниже пройдем. Посмотрим, что там есть. Дом пустой вообще. Там кто-то вылез. О! Из сосновой там смолы. Я этот реагент видел. Для апгрейда. Правда, теперь...
Теперь тут вся деревня, короче. Но зачем с ними драться, если можно не драться? Я, главное, собрался то, что мне надо, да и все. Текаем отсюда. Эть. Ух, прям в водопад. Сейчас меня карпы за ноги съедят. Нет? Никого нет. Да, давайте выберемся отсюда. Так, вот надо думать, как сюда попасть. На самый верх. А, ну все просто. Также больше на крышах ничего такого нету, никакого лута. Все пусто, да? Оп, и сюда. Ведь. Все, собрал. Дрожжен, ну, не бесполезно, конечно. Когда-нибудь это пригодится. Фига, все по местам. Сейчас будет мини-босс. Вон он сидит уже, стоит, точнее, играет. Забава этого мини-босса в том, что его не надо бить, он сам себя убивает. Здрасте. Спросить, почему она плачет. Потому что мне грустно. О чем ты грустишь? Я не знаю, где сейчас господин Сакуза и что он делает. Или Сакуза. Это так трагично. Вот бы хоть узнать, что с ним, раз нельзя увидеть. Но только я не шлю ему писем, он не отвечает. И никто мне не говорит, где он. Господин. А вы не знаете, где господин Сакуза? Нет. Ох, вы тоже мне врете. Почему все скрывают его от меня? Кстати, у него мувсет очень похож на бабочки. Вот ее непарируемая атака, у нее много сносит стамины. Главное не пропустить эту атаку. Ай. Ну еще пару ударов, естественно. Так, на всякий случай. Ай, зачем прыгал? Ну, ей разок другой, конечно, можно присунуть. Окошки у нее есть. Ай. Подожди, надо полечиться.
Наказала, я понял. Так, тетя. Аккуратно себя ведем. Ошибка. Я не успел подпрыгнуть. Не то. Да не в сторону, ну куда ж ты? Пробила меня таки. Ай. Давай еще раз. Ошибки были. Не надо ее бить. Надо от нее уворачиваться. Да не в сторону же. Да ёб твою мать, тетя, дай попить. Да, ее можно пробежать. Просто по мосту. Она никакую дорогу не закрывает. Мне от нее скотки нужны. Ошибка в том, что я ее бью. Ее бить не надо. Я делаю по привычке. И уворачиваться надо. И не в сторону, а четко прыгать ей на башку. Вся фишка этой крали — это ее стамина. Она сама себя убивает. Блять, ну зачем в сторону-то? А да, что-то новенькое, кстати. Я не видел такого удара у нее.
Догнала, а? Смотри. Она очень на бабочку похожа. Подожди, тетя, дай попить. Да не в сторону, ну зачем? Чем за стик отпустить? И ждать ее атаки. Эй! Я не дотянулся что-то до нее. А, вот этот, кстати. Подлая эта атака и как у Каплан. Свои лучшие годы. До свидания. Давайте мне четки. Движение, дыхание жизни тени. Пассивный навык, восстанавливающий запас жизни при успешном выполнении смертельного удара. Смертельный удар дает Шиноби возможность сделать паузу в поединке. Чем опаснее были противники, тем ценнее момент передышки. Четкие, конечно, четкие. Тетя несложная. Мне чисто от этих ребят четкие нужны. Поэтому желательно всех, конечно. Ни одного мини-босса не пропустить. А тут что? А тут чего? Права. Ну слушай, однажды она мне помогла. Обезьяна. Так что, естественно, полезная штука. Не очень-то хочется с ним на мосту бодаться. Я так и не очень хорошо заучил этих ребят мувсет. Микири. Пошел в очко, урод. Из него брызнули эти, как его, призрачные кишки. По идее, где-то скоро монахиня должна быть. Подожди. Оп. Ага. А сколько народу тут прется. Подожди. Так, проверяем, ниндзюцу есть. Больше никого подставного тут нигде не сидит. Окей. Мне этот челик интересует. Сейчас мы его завербуем. Да ладно, ты же меня не видишь. Ладно. Вот так. И смотрим. Ржачные они, конечно. Колокольные дела пошли. Да, чё, не тянулся? Да, когда мы у этого, у Асина во дворце с этим уродом бодались, он тут просто этой штукой размахивал на раз-два вообще. А сейчас он что-то еле бьет его просто. Так, что-то он меня смущает. Ну-ка давай, иди сюда. Он, видимо, от старости умер. Ну ладно.
Подожди-ка. Давай в дом попробуем попасть. Тут же определенно закрыто. Подслушай. Буль-буль-буль. Там кто-то дрочит, походу. Посмотрим. Да, я прямо чувствую, как разжижается. Че он там бодяжит? О, кто-то что-то делает. О, я как Человек-паук. Что-то такое? Красный сгусток. Но у меня теперь их два. Я не знаю, что это за сгустки такие. Я ими не пользовался никогда. Божественное конфетти. Ну, спасибо. А, кстати, 5 штук. Так что, если что, будет вариант попробовать еще безголового побить. Буль-буль-буль. Поприветствовать. Эй. Буль-буль-буль. Эй, ты что делаешь? Такое чувство? Да, как славно. Тает внутри. Но этого недостаточно. Лейте дальше. До краев. До краев. Подходите, мой народ. Алкаш, короче. Подходите, вы жители дворца, все до единого. А, прошу, примите нас, как своих скромных слуг. Буль-буль-буль. Ой, ладно, все. Ой, все. Так, но... у этой же штуки есть второй этаж. Пик. Кстати, я тут так ворвался просто сюда. Что это такое? Бусина, чё так, слушай? В шпе балдеж. Ай-яй. Я на крышу еще хочу. Оп. Да ничего полезного. А вообще я куда иду-то? Получается через этот мост. Еще в один домик. А потом непонятно куда. А чем мне они там затирали? Какой-то мужик живет где-то там. Что-то он там делает. Какой-то священник или что-то такое. И в итоге что-то ни хера вообще. А, подожди. Я же еще... Я дошел здесь до конца. Но... Еще же был проход. Вон туда, в ту сторону. Ща оформим. Подожди. Немножко бабла не повредит. Так, а как отсюда выбраться теперь? Только таким образом? Ладно. Чем он держится за эту хрень, которая крутится? Может быть, он действительно Человек-паук? Это босс. То есть мне на босса дали 5 конфетти. И делай, что хочешь. Шикарно вообще. Подожди. Да подожди, ты говорю. Я еще пилюлю нужную не принял. Раз. Бам. Неплохо. Что делать, если я все попытки на босса израсходую? Ну, типа, у меня закончится просто конфетти.
Здесь у нее не будет какой-то второй фазы. 80-й там попытки. И хер его знает, что происходит. Подожди, надо отойти для нее. От нее для начала. Ага, вот она и полетела, короче. Память какой-то дикой атакой. У меня 4 фляги. Этот по-любому этот трай будет неудачный. У меня конфетти закончилось. Это Микири был. Спасибо. Тахи раз-два. Ага. Ну, валяет она меня знатно тоже. Подожди, тетя, ну... Вашу мать, дайте попить-то хоть. Короче, у нее круговые удары и выпады. И выпады с Микири. Бля, ну давай дрожжи заюзаем. В принципе, страха она накладывает, но мудохает как следует. Когда конфетти закончится, что делать? Мне интересно. Типа, тебе дали 5 конфет, и, короче, проходи босса как хочешь. У тебя 5 попыток. Семь. 2 израсходовал на безголового. Красочные долбоебы, короче говоря. Пошел ты. Пошел ты, Джонни. Бесит то, что действительно ограниченные попытки. Подожди. Это вот вообще нахер можно убрать. Не вовремя явно. Чем оружку мазать? Серьезно. Когда конфетти закончится. У меня же вроде нет ничего больше. Подожди, тетя. Спокойствие. Оп, оп, оп. Да, эти конфетти закончилось. 6, 7 и... Короче, и можно набуцкать, это видно. Но все равно, если ты где-то в чем-то ошибаешься, ты ошибся. Типа того. Полетел не в ту атаку, все, хана. Она тебя просто пробьет. Падшая женщина. Бля. Ой, я еще живой, смотри-ка. Ты куда ты? Куда ты вперед ломишься? Ух. Просто на рога меня подняла. Погоди. Оп.
Я так и знал, то, что сейчас по времени должен кончиться этот сраный этот запас конфетти. Блять, ну зачем ты бежишь вперед? Короче, это фишка дебильное управление. Вместо того, чтобы юзать флягу, иногда он двигается вперед. Я не знаю почему. А, это был Микири. Бля, ну как вариант попробовать дрожжи. Тут придется все 3 сожрать. Раз, 2, 3, 4, 5. Она сама себе стамину сносит. Что понятно? Блять, Микири. А я ее бью без конфетти. Ебучие сосалки, а. Тетя, ты кончишься когда-нибудь? Пробила меня. О, у меня еще этот, да. Есть шанс. Ни хрена у меня нету. Да выбивай ты себе стамину эту сраную. Как она меня пробила-то, я не понимаю. Ладно. Три конфетти у меня осталось. Что потом делать, я не знаю. Я ей просто не буду урон наносить. По парированию справляться с ней. Это бред вообще. Хотя, ну, по идее, ни одной ни одним этим. Ну, как бы, ПП-то ладно. Я же ее не по ХП делаю. Давай. Только пробила все равно. И раз, два. Ай, текаем. Текаем, подожди, тетя. Я ломанулся прямо к ней, надо было пить, потому что управление. Как она? Я чуть не достала. Так, конфетти кончилось опять. То есть, по большому счету, если она действует по 30 секунд, мне на бой дают 2 попытки и 1,5 минуты. Шикарно. Кипучая Микири, блин.
Последним, но все равно снесла гнида такая, а. Что-то она какая-то это. Бам. Хорошо. Не всегда понятно, когда у нее Микири, когда у него такая круговая атака. Сейчас пока не вижу смысла дрожжи расходовать. А у меня и конфетти закончилось. Ну, там ее что, запрыгать? Подожди, блядь, я застрял тут чуть-чуть. Да тетя, ну вот шо, мать. По-моему, ее запрыгать можно в какой-то момент. Я сейчас ей прям хорошенько напихал, но правда, смотря какая у нее атака. Она чем-то похожа на копейщика возле замка Асина. Все. Нету конфетти. Я не знаю, где играть. Может, у алкаша есть? Где-то ресурс на этого босса должен быть. Ну что за бред-то? Где это говно? Ну. Вот он. Так мне даже бить нечем, понимаешь? Я ей урон могу нанести, только сожрав конфетти. Всё. Вариант, конечно, можно попробовать ее. Чисто парирование, но это же бред. Как-то же она проходится, правильно? Даже если у тебя конфетти нет, которая я все только что просрал. С учетом того, что два призрачных босса еще есть. Нет, слушай, урон наносится. Блять, мы одновременно друг друга ударили. Сучка, она не дает это делать. Только замахиваешься клинком, она тебя сразу же мудохает. Вот, твоя только анимация срабатывает. Она сразу же сокращает дистанцию, прыгая на тебя вот сверху. Вот, сейчас я замахиваюсь. Ну, такое. Получилось. Надо только окошко тогда найти. И сюда говно. Слушай, а неплохо вообще он ее у нее сносит. Подожди, сейчас сделаем. Иди сюда.
Подожди. Блять, меня не отвлечь. Стым потом заряжет. Ну, блядь, надо же как-то это все сделать еще. У нее круговые атаки, кстати. Я, во-первых, только что узнал то, что, во-первых, ее без конфетти можно бить. И уже половину ей съебнул, кстати. Надо только не одновременно с ней бить ударами. Но окошко есть, по-любому. Я понял. Я не могу к ней пока за спину забраться. Она же крутится, и удары у нее круговые. Сейчас попробую еще раз. Ну вообще так-то очень по-мидетаковски зайти за спину боссу. Она когда так начинает, я ничего не могу сделать. Я только отворачиваюсь от нее, все. Она меня пробивает. Не дает она за спину пока зайти. Хуй знает, может бегать вокруг него. Я не успеваю. Перебор. Нихера ее что-то не станет. Я сейчас удара 4, по-моему, как минимум нанес. Нет, ты ее лупишь, ей похер вообще. Ничего ей не станет. Пока не обращал на звуки ничего, никакого внимания. Ну вот сейчас я у него кусок хороший отгрыз. А где у нее спина тогда? Ну вот слышал какой-то звук такой. Ладно, этот момент надо закрепить, конечно. У нее, кстати, и Микири пошел.
Бля, сейчас был, кстати, шанс. Ну, почти, кстати. А главное, если не жадничать, то я ее поставить не могу. Блять. Я что-то вообще на заряженную атаку времени не нахожу, но я нашел. Совершенно случайно это была последняя атака второй фазы, надеюсь, не будет. Да. Оно. Воспоминания. Техника дыхания Мибу. Секретный способ дыхания, известный как техника дыхания Мибу. Это пассивный навык, позволяет нырять под воду и сколь угодно долго там дышать. Разработан основателем деревни Мибу. Те, кто хочет участвовать в процессе, должны в совершенстве изучить дыхание Мибу. Без него нельзя встретить божественного дракона. Короче, научили меня дышать под водой. Окей. Но на тоненького затянул ее вообще. Чё чуть-чуть, она меня того самого. Кстати, а по деньгам-то что есть? Хера нет. Ладно, пошли дальше. Да не будет еще одного босса. Наверное, потом истинная опавшая монахиня, она все-таки шустрее будет. Потому что все, в принципе, так или иначе призраки, они такие медлительные немножко. Следующая будет жопу рвать, наверное, быстрее. Но хотя бы она типа исчезаемая. Блин, я так бездарно только что просрал такую кучу конфетти. Жесть. Чё, камень чревоношения. А, вот я за этим камнем, кстати, ходил. Малой меня за ним управлял. Камень, найденный на сокрытом алтаре в деревне у воды. Эти камни иногда образуются в чреве у тех, кто очень долго пил воду первоисточника. Встань у свадебного алтаря и преподнеси ароматный камень чревоношения. Одной из составляющих благовония, которое нужно куру, чтобы стать смертным. Я спаю. Такие камни — символ чревоношения, сладко пахнущее свадебное подношение. Паланкин ждет. Сначала прочитал. Паланкин ждет. И че? Ну, зашел я в палатку, дальше. Ай, надо к малому, короче, идти. Ну, тут недалеко. Пойдем покажу. Кстати, еще одна бусина и будет норм. Возможно, я одну бусину пропустил. Потому что, по идее, по закрытию локации должно быть четное количество. Но это не точно. Ладно. Смотрим. По-моему, святилище. Нет, не святилище. В смысле? Идол недоступен, ах вы уроды. Короче, надо заново, ну, в смысле, всю эту локацию, которые касаются конкретно Асина. Прямо вот отсюда. Начиная. Хотя подожди. А что если? Здесь проход был.
И раз-два, беги заново всю локу. Ну там и наверняка, короче говоря, уже и мобы будут другие. Мегапалец этот, который из мартышки вылетает. Ты его получаешь, ну, финальный элемент протеза. Больше, в принципе, только прокачивать его. Ладно, полетели, посмотрим, что за враги. Насколько все изменилось. Пока что вечернее время, я смотрю. Но идти определенно надо туда. Там, где мы с Генетира ботались. О, там нычка какая-то. Или показалось? Это, наверное, отсвечивает. Разводят, суки. А нет, смотри-ка. Когда подожди? Тогда сократим путь. По идее же мини-боссов, ничего такого не должно появиться. Давай по спидрану сейчас. Чик-чик. Да нет, слушай, ничего нового. На слово совсем. О, кстати, тут у нас челик сидит. Возможно, у него... Упс, а где он? Походу, он дальше. Да, он за соседней крышей. Вот у него, возможно, что-то новое появилось. Нет? Ну и ладно. Где-то тут идол был. Раз тут никого нету нового, тогда давай попробуем так пройти. Сейчас мы переместимся. Замок. Самую ближайшую вот эту. А, да, все закрыто. Я нахожусь на лестнице смерти. Долина под мостом, ворота замка. Короче, с ворот замка надо начинать. Там, видимо, после вот этих ворот замка что-то уже изменилось. Может быть, добавился босс какой. Не знаю. Типа истинный бык какой. Ворота замурован. Ну ладно, давай в обход. Че, вообще никак? Семен. Я тогда не понимаю, что они от меня хотят. Если я не могу туда попасть, то как? То, что у меня сейчас за спиной до Гёбу Онива, это просто коридор. Может, через эту вышку как-то забраться туда можно. Вышка не работает. Как вариант еще. Нет, надо куда-то нырнуть и что-то там сделать где-то.
И появится босс. Ну или не босс, не знаю, короче. Как-то надо попасть в этот замок. Бабка переместилась. Тебе что-то нужно? Если нет, уходи. Быть в войне, жуткой войне. Мертвые станут словно горы, ненависть будет течь раскаленной рекой. Так родился демон, я в этом уверен. Попробуем, короче говоря. Может быть, в поместье Хирата сквозануть? Вот прям сюда. Первый раз там я пацана должен встретить вроде. Не сюда надо. А что если они мне говорили же куда-то прыгать? Ну давай попробуем в бездонную дыру эту сигануть. Потому что до этого я в нее падал и как бы там ничего. Здорово. Почему я не слышу мелодию? Подожди, это ты? Это из-за тебя? Мы же были друзья. Я в таинственном лесу флейтиста вырубил, и теперь он пугается на меня. Бля, это была Микири опять. Концентрацию восстановил. Умник херов. Подожди. Какая сеча была. И мне за него дадут 90 опыта. Крутой моб. Ну-ка. Тебя сбросят или сбросишься сам? Если ты собираешься в самой глубины Асина, лучше броситься самому. Вон там. Глубокая долина находится там. Там можно было зацепиться, но я уже там был. Надо с пацаном поговорить. Но я не знаю, где его теперь искать. Даже как попасть туда. Взялись, ходы заблочили. Теперь думай, что хочешь. Где хочешь, там ищи. Можно плавать. Где-то из какой-то лазейки у нас была... Ну, из какой-то локации можно было попасть в замок Асина. Вот здесь. Что там, нырнуть, всплыть? Ну, хорошо. Нырнуть. Короче, начинаем под водой лутаться потихонечку. Я под водой могу только, получается, в этот храм попасть.
Бля, ну так-то локаций, кстати, много с водой встречалось. Там можно много чего смотреть. Да ладно, и закрыто. Вот уроды. Так. Храм. Надо этот какого. С какого-то храма, по-моему, тоже был проход, но там, возможно, заблочено все. Но сейчас посмотрим. Так, ну, через ворота никак. Они высокие, и туда не пробраться. Ам, где-то тут. Где-то тут должен быть проход. Ну, это ж Хидетака делал. Говорю, тут должно быть сложно и непонятно. Что просто от тебя хотят вообще. Вот туда надо, вот в тот храм попасть. На... О, подожди. Где-то тут должна быть такая точка. Но все должно быть проще, по-любому. Давай так. Ну и попробуем через этот проход. А, Нет, по-моему. Мгм. Враги другие появились. Ну это как бы похер. Ну давай. Карп. Нет, это не карп. Это же не карп? Не карп. Я сюда еще проплыву. Ну, тут вроде все, да. По идее, тут две рыбины всегда кошмарили меня, и все, в принципе. Может быть, отсюда какие-то ходы будут. Как вариант. Но там перед храмом, ну, где этот, как его, где мы с Генетира подались, там, короче, после быка сразу же был проход по мосту. И от этого прохода можно было сквозануть как раз наверх. Ну, я не знаю, я тут куда-то еще выплыл. Кстати, я тут не был. Я думал, спит кто-то. Кстати, вот этот... Ну-ка, подожди, что за записка? Где она? А,
Вот это, по-моему. Старая записка, оставленная лекарем Досагу. Ученики ушли от меня к Догену. Они не желают пачкать руки, они все бросили меня ради этого лицемерного шарлатана. Додзюн, мой последний ученик. Даже после моей смерти опыты прекращать нельзя. Ты должен во что бы то ни стало завершить мои изыскания ради Асина. Ясно, понятно. Мужик, выпусти меня. Тихо, оп. Пел. Эти симптомы у меня драконья поверье. Как я им заразился? Не может быть. Ой, да похер вообще. Вот, по-моему, отсюда можно попасть обратно в замок. Да, тут у нас торговец, кстати. Но у него ничего такого, я уже у него все скупил. Серьезно, этот был резчик активный. Когда же меня сменят? Бля, это на работе так же херово. Моя смена давно закончилась, и никто не приходит. Так, тут кое-что поменялось. Да-да-да, жизненно, определенно. Кое-чего поменялось. А что с ним? Чел с тобой, что такое? Вот новые враги. Полина какой-то. Где у него дурочка? Понятно, где-то тут. Блядь, еще я теперь буду каждого босса по 10 миллионов лет ковырять. 600 опыта дали за него. И если все такие мобы будут. Даже одуреть можно. Синоби, они ворву. Ворву, говорит. Синоби ваш. Нырять надо. А, вот меня прям сюда и ведут. Ну давай. Чик. Он говорит, Синоби. Или я по кругу проплыл? Подожди. Вот тут выход. И с этой дичи. Здесь я ворота открывал. И вот здесь мы... Ой. Он там подглядывал, стоял. Бля, его бы завербовать, конечно. Правда, они живут недолго. Короче, пока только одни мобы добавились. Активировали, хорошо. Ну и обратно, соответственно, мне никак. Ладно, я если что, там потом заюзаю это как вам. Клейту или что там у меня? Чихуя. Надо 12 штук на последний кусок маски. И еще к тому же другую локацию. Потом можно под этот, как его, опыт менять на силу атаки. Карп? Иди сюда. Оно. Сколько у меня штук?
По-моему, они здесь были. Или нет? 9 штук. Смотри. Я думаю, если пошукать тут как следует, тут наверняка будут эти карпы. Еще один хотя бы. Хотя, может быть и нет. Получается, они взяли, короче, и полностью изменили, ну, почти изменили все в замке, да, находящиеся. Могут быть мобы. Ну, не мобы, а боссы другие. Напали. Кто-то напал на них. Смотрите. А что, только эти напали на вас? Так он такое. Да, вот когда их трое, это печально очень. Все, дальше ступать некуда. За нами Москва. Так, они быстрые, они лупят просто без остановки. Пиздец, просто задолбали. Их очень дохрена. С одним-то не очень-то нормально пока получается, а тут сразу 3 моба на тебя выскакивают. Естественно, они заковыряют тебя. Слушай, может быть мне говорит это о том, что надо типа... Ага. Сколько их тут? 3. Не открывается с этой стороны, вот подстава. Все понятно. Через крышу надо. В очко пошли. Так, ТВН. Значит... Возможно, тут некий лут появился. Дополнительный. Но это не точно. Я уже не помню, где я там что собирал. На этих местах наверняка уже там ничего нету. Это рычит, по-моему. О, гном, бля. Эти ребята опасные для толпой. Я думаю, они тоже пойдут в жопу. Почему бы нет? Кстати, вот тебе короткий путь. Ниндзя. Кого он там? Собаку позвал. Молодцы какие. Тут всех, короче, набрали. Внизу жестких 3 штуки, сверху 1 жесткий с собакой. Ему бы с рогатки зубы передние выбить, чтобы он не свистел. Было бы балдеж вообще. Я думаю, тут, в принципе, лута не должно быть как-то много. Ибо зачем? Ай. Понятно. Где-то тут можно, по-моему, забраться. Оп. Руки-то помнят. Вот на эту крышу надо. Оп. 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 Еще выше.
Чё, попадаться с этим ниндзей? Вот я его могу привлечь только так. Он все равно собаку зовет. Ну, по идее, собака должна оказаться. Нет, он быстрее собаки. По-моему, собака улетела с крыши. Ай. Что это за атака была? Так его выщелкнула, выстрелила просто. Он, наверное, сам в шоке. Но я больше с ним драться не буду. Смысл? Еще один. Второй. Дай-ка угадаем. Там еще и третий. Ну да. Блять, их там два еще. Да вы издеваетесь. Куда мне столько ниндзи? Их как-то по стелсу можно, наверное. Я потому что другого варианта что-то не особо вижу. Можно типа еще одного завербовать. И он будет драться с тобой. Как вариант. Филин? А я идола не активировал. Я хорошо тебя помню. Я слышал рассказы о твоей смерти, и все же ты здесь. Что же ты замышляешь, Филин? Замышляю? Я бы никогда не посмел. Но теперь, мой господин, я прошу вас следовать за мной. Рано мне к Филину. Это ж типа концовка. Одна из. Эта старая пташка желает лишь одного. Защищать божественного наследника от тех, кто сможет покуситься на его драгоценную кровь. Выходит, наследие дракона соблазнило и тебя. Знак вопрос. Тогда нам не о чем говорить. Уходи. Я бы с радостью, господин, но... Отсюда такой прекрасный вид, что я хотел бы полюбоваться им еще немного. Я уйду, когда налюбуюсь. Не знаю, по-моему, что-то вот как-то рано я сюда пришел, вот мне так кажется. Ну вот как-то все, не знаю. Отец, подумай только, вы не погибли. Это была моя задумка. Нет, подожди. Какие еще локации есть, которые я не обошел? С водой. Там же где-то нырнуть, поднырнуть, что-то надо там. Не хотелось бы просто кучу всего пропустить. Это будет более чем обидно. Ну вот, допустим, 2 мини-босса. Я неверно пошел эту локацию проходить. Но мне сейчас не дадут, да, вернуться? Да. Я скорее отмудохают. Нет, сразу умереть, конечно. Перед Филином вот этих вот двоих надо бить. То есть эту локацию надо проходить снизу вверх. Но там все закрыто. Где-то нужно куда-то нырнуть еще. В каких-то локациях.
М. Примерно тут, по-моему, была вода. Там, где я карпов мочил. Джеронимо. Вообще, по идее, меня отправляли за 3 ингредиентами. Это меч, это цветок и камень. Бусина, что так тоже хорошо. Я типа это все дело собрал. Мне нужно, по идее, малого найти по сюжету. Чё? Это голова. Голова, изъеденная червями. Священная книга божественного дитя от молодости. Уже целую вечность я благословен червем. Благословлен червем. Быть бессмертным значит идти вечным путем к просветлению. Достигнув его, я смогу понять, почему и не умирают. Говорят, что родина священного дракона находится на западе. Тогда как же так вышло, что благословен червем оказался я? Отсюда должен быть какой-то еще выход. Но я вполне нашел еще одни четки. Случайно. Они как нельзя кстати. Кстати, и семечку мне тоже некому отдать. Я же семечку еще находил. Подожди-ка. Может быть. Вот эта тетка что-нибудь знает, девчонка точнее, которая дала мне меч. Может, она в курсе вообще, что происходит? Шиноби божественного наследника. Вам здесь рады. Попросить Риса отдать главу изъеденными червями. На. Это тебе? Я нашел записку, там было сказано отдать это тебе. Спасибо. И я спасибо. Чё? Я по-прежнему их презираю. Рису давай. Крупой на халяву разжился. Ну окей. Сайонара. И вам не хворать. Вот здесь выход по кругу из храма. Эти черти по-прежнему тут так и сидят. А здесь выход. А я его открывал, кстати. Видимо, сквозняком его прикрыло немножко. Тут мобы не изменились. Все по-старому. 2 монаха на дороге. Вот здесь. Ну, здесь также, да, грибы, ничего не поменялось. Что-то идей никаких, правда, куда идти. Кроме как к Филину. Ну, там же до Филина еще целая локация. Ладно, я пока вспоминаю места, где я видел воду.
чтобы туда нырнуть, поднырнуть, поместье Хирата. Причем там прилично воды, кстати. Там несколько мостов. Там обныряться можно просто. Пока так тогда, короче, побегаю, поспоминаю, где я что не собрал под водой. Как еще можно закончить? О, карп. Ну куда же ты? Сейчас, сволочь. Ну если сейчас, значит должен где-то появиться. Юркой какой. Я же не могу, да, плавать по-тихому в воде. Тихо, мужик, не разговаривай. Это чуть-чуть. Я успел. Чихуя. Две. Вот еще один, в принципе, карп может быть где-нибудь тут. Но нет. Так, давай тогда. Чуть-чуть подальше здесь еще поплаваем. Там, где здесь стоял фиолетовый ниндзя. Там наверху 2 карпа плавало. Там воды еще много. Перемещение. Да, в принципе, где-то тут. Ну, можно заплыв еще раньше устроить. Там, где мы первый раз с этим, с копейщиком бодались. Ну, вот карп. Ну, сейчас он где-нибудь появится. Может, в кустах спрятаться и устроить на него прям охоту. Карпы. Он там был. Чуть-чуть. Подожди. Ну что, если вот сюда чуть-чуть продвинуться? Нет, тут смотри-ка ни одного. Сейчас мы их насобираем, но я вот не знаю, сколько мне надо чешуек вообще. По-моему, в игре что-то насчитывалось 42 карпа. Так, блядь, чуть-чуть. Он постоянно здесь резается. Ну давай, подплыви ты ближе. И я как выпрыгну из-за камня. Не ждали. С 10-го раза дотянулся. По-моему, 40 карпов в игре.
Ну, по-моему, всех не обязательно собирать. Мне достаточно 12. Так, еще дальше вода есть. Идь. Ну, ты прыгай, ты. Можно, короче говоря, вот там нырнуть. Последний торговец, который чешуйки просит. Точнее, один из двух. Вот он, возможно, что-нибудь интересное за такие чешуйки продает. Но там даже целый... Ой. Там даже целый квест, короче, с этими карпами. Все-таки, мне кажется, не зря мне дали эту способность плавать под водой, чтобы я сразу же топал в замок и дрался с филином. Ну, типа, зачем тогда мне она нужна? Там воды не используется. Единственное, что попасть в этот замок, да, можно. Через филина. Но я не думаю, что так скоро заканчиваться должна локация. Уж больно что-то быстро. Прям какое-то чувство недосказанности. Здрасте. Кучу раз, пробежав по одному и тому же маршруту, можно уже вообще без проблем ориентироваться в этих локациях. И как не в ту сторону. Так, а зачем я туда бегу? Там воды больше нет. Вода была раньше. Ну давай тут за спидранем уже. Прямой чисто. И вот сюда. Прыг. Есть тут кто-нибудь? Уху, Кристофер Робин. Кстати. Там, где монахиня, там же тоже было много много воды. Че я туда не сообразил пойти? Эта херня страдает. Давай, короче, это, да. Может быть там, где мы это... Как она называется? Это глубины, водяная мельница. Вот, в принципе, с деревни Мибу можно там пройтись. Там вода была.
Какие рыбы лайтовые, кстати. Просто такие мобы были легкие вообще, а тут сейчас просто красные глаза карпа, обитающий в пруду деревни Мибу. У него красные глаза. Карп с красными глазами не могут достигнуть совершенства. Их не считают совершенными, поскольку им не достает чешуек, но их глаза хранятся вечно. Ученый Дадзюн из заброшенного подземелья хочет заполучить эти глаза для своих изысканий. Это тот чел, который возле решетки там кашляет. У меня там, в принципе, все уже кашляют давным-давно. Ой. А, я только сейчас заметил. Я думал, это водоросли какие-то. Это... Такое-то креветки какие-то, и мужики по поясу в землю, кверху жопой. Ой, Хидетака. Ай, затейник. Так, мы возьмем это сегодня. Наконец-то. Так, где я вообще нахожусь? Да иди сюда. Так, вот она еще здесь какой-то секрет. Что это такое? Это балдежный секрет. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Короче, тут вроде все. Только рыба появляется. Отвали. А еще был проход. Ну, сейчас я чуть дальше тут пройду сам. Не буду уже перемещаться там. Тут недалеко. Или далеко? Да не. Так, вот одна половина, по-моему, да? Вот здесь можно нырнуть. Ой. Чик. Все, тут порог уже идет. О, вот и карп. Бам. Тут можно много чего полезного, конечно, я уже собрал. Надо просто вспоминать, где вообще вода находилась. Угу. Ну вот здесь мы с монахиней, да, дрались. Иран как дельфин просто из воды выпрыгивает. Да, ты куда-нибудь достанешь, нет? Тоже мне самурай плавать не умеет. Но после монахини все, воды уже там я не помню. Что, не работает? Надо убить ее. Теперь работает.
Так. Помню еще одно, конечно, место, где вода. Ну, кроме вот этого. Хотя подожди. Давай-ка вот мы отсюда. Я бы, по крайней мере, эту локацию открыл. Там еще будет один проход. Или это с крыши надо делать? Там мост такой длинный. Через эту ветку, по-моему. А, подожди. Вот отсюда налево. Эти ребята, до свидания. Я успел зацепиться. Вот отсюда вниз. Оп. Не то. Я не с той стороны упал. Ладно, давай куда там долетим. Тоже закрыто. Блин, а у меня для него даже топора с собой нету. Или есть? Нету. Ну давай, раз уж. Треснем его вот этим топором. Прям с искрой, как они любят. Я умер на его трупе. Аля. Эти вот геймплейные ситуации, конечно. Киковые ситуации. Где-то тут, по-моему. Где-то тут был костер. Вот. Хорошо, я его тоже активировал. Проверим, сейчас в доме Кура что-то изменилось. Там был босс. Ну, точнее, мини-босс, копеечник. Крови он у меня попил знатно. Ну и больше тут ничего, да, нет? Да. Ну, тогда. Я думаю, еще как минимум 1 или 2 прохода в этот замок должно быть. Пусть через другие локации, через крыши по-любому. Тут я был. Вылезал, да. А теперь все в этих ниндзях, а? Ну, прям такое ощущение, да, что рановато прям как-то с ними драться мне. И Филину рано идти. Должно же быть что-то еще. Ладно, надо закругляться. Почитаю потом, какой босс просто следующий, да и все. Как-нибудь до него доберусь. Все равно уже время поджимает, надо закругляться. Поэтому продолжим в следующий раз, естественно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.